Что происходит с Новаком Джоковичем в 2024 году? Команда ли это? Отсутствие мотивации? Или просто разрушительная сила желания? Обо всем этом мы расскажем в нашем видео «Новак Джокович. Что происходит?». Спортсмен, теннисист, который был номинирован как спортсмен года в 2023 году, чьи достижения в 2023 году навряд ли были кем-то оспариваемы, но, тем не менее, 2024 год, вот эти вот проигрыши Синнеру, Махачу, Табила, Руду теперь 2 раза вместе с этим отказом, Нарди, просто невозможно их посчитать, да, приходит 6-й месяц, ни одного выигранного турнира, расстался со всей командой, с людьми, которыми провел столько времени. Попробуем разобраться в этом, и я провел достаточно тщательный анализ для того, чтобы сделать для вас это видео, и попробую обо всем рассказать по порядку. Я начну с главного. Это будет достаточно такая развернутая тема. Я провел длительный анализ всего происходящего, и на основе него попробую с вами поделиться тем, до чего я додумался в процессе. Book4Sport – твій персональний тенісний менеджер. Досить втрачати час на дзвінки та повідомлення. Збережи енергію для гри. Бронюй корти з Book4Sport швидко та легко. 24/7. Book4Sport – всі корти країни в твоєму смартфоні. Эти люди, они особенные. Эти люди, мы говорим о звездах, о людях, которых добившись всего, которые заработали денег уже достаточно на 2, на 3, на 5 поколений вперед, они все равно не останавливаются и могут находить в себе ресурсы, силы, вставать и делать что-то дальше. Наверное, огромному количеству людей, я не хочу никого обидеть, но огромному количеству людей это не понять, каково это, да, находиться в этих лишениях, сидеть на глютеновых диетах, отказываться от бокала вина, спать по режиму, растягиваться перед тренировкой 20 минут, после, проводить 4-5 часов на корте в тренажерном зале. Это постоянная работа. Действительно, очень многие люди хотят быть там, где находятся эти люди, жить их жизнью, получать их привилегии, которые они получают по жизни. Но никто не хочет работать так, чтобы получить эти привилегии. Это чистая правда. Поэтому я начну с того, что у каждого из этого человека есть какая-то огромная мотивация что-то делать. И мотивация для меня за гранью там 100 миллионов, она вообще необъяснима. Я не понимаю, зачем люди еще на этом этапе себе отказывают, еще заставляют себя работать, когда уже давным-давно можно было бы расслабиться. Но тем не менее у них есть цель, и эта цель очень большая. И у Джоковича она тоже есть. Например, для тех зрителей канала, которые читали книги, например, книга Андре Агаси, которую он описывал, да, у него была конкретная цель выиграть все турниры Большого шлема. И сделал он это только с 3-го раза. Он проиграл полуфинал в 90-м году, и он проиграл финал в 91-м. И только 8 лет спустя, проигрывая 2-0 по сету Медведеву, он смог это сделать. Те, кто читали книгу, помнят историю, да, когда Агаси уже был окончательно лысый, и он играл этот финал в парике. И перед полуфиналем у него порвался парик, и ему не могли найти в Париже парик точно такой же, который у него был. И что он боялся, был настолько скован в финале, что он боялся, что сейчас падает парик, и все видят, что он лысый. И что это витиеватой нитью идет в его книге, что это было чуть ли не основной причиной его поражения, почему он проиграл этот Ролан-Гаррос. Но тем не менее он осуществил эту мечту. У Сампроса была другая цель. У него была цель быть как можно дольше первой ракеткой мира, побить рекорд, по-моему, на тот момент Лэндл превосходил его по неделям нахождения первой ракетки мира. И тоже на последнем этапе, когда Сампрос уже был в шаге от своей цели, он травмировался на этом турнире и даже не выходил на игру. То есть просто Риос тоже травмировался, и сам просто тренер посоветовался не отказываться, подождать решения Риоса. Риос отказался раньше, и сам просто все-таки выполнил свою мечту, побив этот рекорд. Я называю это разрушительной силой желания, что чем больше мы чего-то хотим, тем больше мы разрушаем ту цель, к которой мы идем. И у Джоковича это тоже присутствует, я попробую сейчас это рассказать. Ярчайший пример этого разрушения, как разрушительная сила желания, это пример взаимоотношений девушки и парня. Когда парень очень сильно хочет девушку, и он настолько ее пытается уже добиться, настолько унижает себя в ее глазах, что просто перестает ей быть симпатичным. Это, наверное, не теннисный пример, но тем не менее такое для общей массы людей, которые, может быть, находятся чуть дальше от профтенниса, он, наверное, будет более понятен.
Какая же цель у Джоковича? Что хочет Джокович? Безусловно, Джокович очень долгое время был в тени Надаля и Федерера, и он хотел стать GOAT. Этот вопрос, наверное, можно обсуждать бесконечно. Кто-то скажет, что с его поведением, отношением нельзя стать GOAT, но тем не менее он им стал, да, цифры невозможно ни стереть, ни опровергнуть. Этот игрок имеет наибольшее количество шлемов, и я думаю, уже для самых таких скептиков или поклонников Надаля этот факт очевиден, что 24 шлема, имеющихся Джоковичем сегодня, не будут перебиты Надалем даже близко. Что еще не хватает Джоковичу? Что еще он не сделал, если он уже GOAT по титулам? У него нету кубка большого шлема. Значимо ли это для него? Да. 2011, 2015, 2021, 2023. Это действительно было ошеломительно даже для меня, читая, что у человека, существующего сейчас, да, как в статусе, там, по-моему, 3-й ракетки мира на сегодня он является, что у него было 4 таких возможности. В 4 годах Джокович выигрывал 3 турнира из 4. Этого не делал ни Федерер, 4 турнира в году, ни Надаль. И, естественно, ему хочется и здесь их превзойти. Не только быть GOAT по титулам, но сделать еще и это. И именно поэтому я считаю, что проиграв в этом году Australian Open, он поддерживал как-то форму, потому что он ждал возвращения Надаля, потому что Надаль анонсировал свое возвращение. Но увидев Надаля и поняв, что, к сожалению, это просто возвращение для возвращения, а не для возвращения для соперничества с ним, эта мотивация была потеряна. Может быть, была еще такая мотивация у него на момент Australian Open, да, но опять же Синнер прижал, да, Синнер выиграл полуфинал. Плюс 1 шлем, минус 1 шлем, я думаю, для Джоковича сегодня это уже не важно, и мотивация была потеряна. Дальше я уже попробую поделиться с вами тем, что я накопал еще, но я считаю, что первое – это отсутствие мотивации, что основная цель Джоковича в этом году и вообще какая могла быть – это выиграть шлем годовой, кубок большого шлема называется, 4 турнира в одном году. Поскольку это не получилось в первом шлеме в Австралии, эта цель пропала, и мотивационный настрой ушел. 4 раза у Джоковича была возможность выиграть кубок большого шлема, 4 турнира в одном году. Каждый раз происходило что-то экстраординарное. Я считаю, что матч с Федерером был очень близкий, несмотря на то, что 2011 год у Джоковича, наверное, был один из лучших в его карьере. Тем не менее, в этом матче Федерер оказался сильнее. В 2015 году в финале с Вавринко я считаю, что вообще живого человека на земле в тот момент не было, кто мог бы выиграть матч в том состоянии, в котором находился Вавринко в этом финале. В 2021 году Медведев ничего не сделал, чтобы обыграть Джоковича. Джокович, опять же, возвращаясь к той разрушительной силы желания, просто перегорел на этом матче, это мое мнение, и не показал 100% своей игры. В 2023 году чудо совершил Алькарас. Мы все, наверное, это видели. Я делал большие обзоры по этому матчу. Это было действительно чудо. И опять же, Джокович был в шаге от мечты. Он выиграл 3 турнира в этом году, но 4-й опять не смог. И я считаю, что именно это, то, что он не смог в этом году выиграть первый большой шлем, наступил такой момент, где он потерял мотивацию, поскольку кубок большого шлема он уже выиграть не мог. Дальнейшая мотивация у него тоже есть, но я попозже к этому вернусь. Всего не так много людей за всю историю тенниса выигрывали большой шлем. Это был Дональд Бадж в 1938 году, потом был Род Лейвер, он сделал это 2 раза в 1962 и в 1969 году. Среди женщин это сделала Маргарет Куорт, также Конли в 1953 году, Штеффи Граф удалось это сделать из последних в 1988 году. Только им удалось сделать кубок большого шлема, выиграть 4 турнира за 1 календарный год. Также хочется отметить, что в 1988 году, когда Граф выиграла 4 турнира большого шлема в одном календарном году, она еще выиграла олимпийское золото. И таким образом стала единственной, кто выиграл золотой шлем. Отсутствие мотивации у Джоковича. Естественно, у меня нет доступа к команде Джоковича, но некоторые люди, с которыми я контактировали, достаточно близко общаются с Иванишевичем. И по моей информации, причиной распада стали выступления Джоковича в Америке, где он, по словам, которые мне сказали, он больше времени проводил на пляже с детьми,
чем на корте. Я думаю, что этот момент присутствовал, да, опять же, я говорю, мотивации не было, как бы рвать там особо за какой-то мастер, с которых он и так является рекордсмен по победителям мастерсов. Наверное, у него не было такой необходимости. Не думаю, что он думал, что с такой подготовкой можно выигрывать, но какое-то разногласие наверняка в команде поэтому могло быть. Что кто-то спрашивал, что мы делаем, почему мы не работаем, как работали раньше, кто будет ответственен за результат, а, грубо говоря, работы подходящей не было, результата тоже не было. После этого последовало расставание с Иванишевичем. Насколько важна для Джоковича команда? Кто был вообще тренером Джоковича? Естественно, там я почитал Википедию, я достаточно плотно готовился к этому видео. Там, оказывается, был и Штепанок в его команде, и Агаси, и Вудфорд. Для меня все гораздо проще. Я оценю только Елена Генчич, это первый его тренер, который я читал книгу «Лицо Сербии. Герой тенниса». Эта женщина была уникальна, наверное, любому теннисисту, который растет, любому родителю, который растит своего ребенка, просто хочется встретить такого человека на своем пути. И из того, что я читал в этой книге, я просто восхищался этой женщиной, что она дарила действительно любовь к теннису, что она заметила этот алмаз, придала ему огранку, и уже благодаря ей он стал бриллиантом тенниса. Не знаю, заиграл ли он попал бы к другому тренеру, но получить такого тренера на старте – это был дар бога. Джокович воспользовался им в полной мере. Потом, естественно, для меня тренером Джоковича является Мариан Вайда, да, с которым он прерывал сотрудничество, возобновлял сотрудничество. Плоды этой работы мы могли лицезреть, и результаты этой работы мы тоже видели, они были замечательные, я считаю. Я считаю Горана Иванишевича тоже тренером Джоковича, потому что с 2018 года по 2024 включительно они провели замечательный этап, в котором они достигли очень многого, и Джокович находился в фантастической форме, конец 23 года, весь 23 год. Это казался просто сверхчеловек из мира тенниса. Если мы проанализируем всю теннисную карьеру Джоковича и проскроллим вот так вот вниз, да, его ранкинг на протяжении всего пути, мы практически не найдем там никаких цифр, кроме 1, 2 и 3. 1, 2 и 3. Да, там есть эти цифры в 21 или в 20 году, когда Джокович, вот это его видение по поводу вакцинации, и он отказывался от огромных турниров, чтобы придерживаться своей позиции, там какие-то числа появятся у вас 5 или 6. Я пробую показать это на экране, насколько это скучно крутить Players Ranking Джоковича на протяжении всей его карьеры. Там 1-2, там 1-2. Но был один момент в карьере Джоковича, он был с 2016 по 2018 год, когда появился, опять же, замечательный специалист, в кавычках, про которого очень много было написано, и его звали Пепе Имос. Этот человек являлся духовным наставником Джоковича, и я думаю, любители тенниса, особенно поклонники Джоковича со стажем, помнят этот замечательный этап, когда к команде было добавлено сразу два великих специалиста, это Пепе Имос и Борис Беккер. Еще какое-то время они там поначалу удерживали то, что было, по моему мнению, набрано Вайдой. Но потом вот этот вот дядя Пепе Имос, из того, что я читал, да, это было просто там, давайте поработаем над подачей. Нет, давайте послушаем энергию птиц, давайте питаться энергией моря, давайте сходим на пляж. И духовный наставник руководил процессом, но это очень сильно ругался и Джокович, и Вайда. Я думаю, люди в интернете могут найти ни одну, ни две, ни три статьи, где описывается этот этап. И в этот момент Джокович очень-очень-очень сильно провалился. Там есть в рейтинге, я обязательно покажу это на экране, Джокович вылетал из двадцатки. Вот настолько для Джоковича важна команда. То есть, когда в его команде происходит разлад в нем. Для него очень важна команда. Он не работает без команды. И то, что происходит сегодня, наглядный тому пример. Джокович и команда должен быть единое целое. Если это не так, Джокович не работает на 100%. После Иванишевича Джокович расстается со своим физио Марко Паничи, с которым он проработал очень много лет. Там весьма такой благодарный пост у него в Инстаграм. За что был ответственен этот физио? Он был ответственен за фарму, за фармакологию. Есть, наверное, не одно видео в сети, но я видел одно, я его тоже сюда прикреплю, как замешивают Джоковичу препараты, как там технично закрываются спинами камеры, чтобы не видели даже, какой порошок сыпят. Верю ли я в чистый спорт? Естественно, нет.
Является ли допинг основой достижения успеха? 100% нет. Дать идиоту, или хотя бы там такому, как я, если я, допустим, не полный идиот, препараты Джоковича, я в жизни играть как Джокович не буду. И 99% людей тоже играть не будут как Джокович, даже если им дать ту же химию, которую пьет Джокович, Надаль, которую употреблял Федерер, я уверен, более чем. Но эти люди, которые и так являются сверхчеловеками, сверхлюдьми, принимая определенные препараты, могут показывать еще что-то сверх. Являлась ли формула, разработанная вот этим вот Марко, физио Паничи, который был Джоковича, идеальной для Джоковича? Безусловно. Работали долго ли над поиском этой формулы, которая стала 100% успешной для Джоковича? 100% работали, и это дало свой результат. Тот же момент, да, который Джокович использовал на Nitto Finals, где у него было 93 или 94 до 3-2 второго сета в финале с Синнером процента первой подачи, и из 23 первых подач 12 было эйсами. Я не знаю, какие надо употреблять препараты, чтобы держать такой уровень концентрации и подавать такие мячи против такого соперника. Я не верю в чистый спорт от слова совсем. Я считаю, что определенные люди, вот эти вот сверхчеловеки, им позволено немножко нарушать правила. Естественно, это не стероиды, не какие-то препараты, которые могут быть выявлены допинговой программой, но тем не менее они это делают. Для всех, кто сомневается, что для Джоковича важны вот эти коктейли, посмотрите, пожалуйста, видео, которое тоже сюда прикреплю, его матч с Дель Потро в 2013 году в Шанхае. Если вы не верите в допинг, тогда объясните мне, что это было. Что с ним происходило? И он выиграл этот матч. Он ведет в счете 6-1, но он не может стоять на ногах. Он не может стоять на ногах, и он играет против Дель Потро. Поэтому сегодняшнее отсутствие физио в команде Джоковича – это тоже огромный недостаток в нем. То, что отсутствует этот человек, это недополучение Джоковичем того, что он должен получать. Конечно, Джокович может знать формулы и рецепты, но я сомневаюсь, что Джокович сам себе замешивает коктейли, и Паничи просто отдал Джоковичу рецепты, которые мешать. И Джокович их соблюдает. Наверное, что-то он знает, что-то они делали, но, наверное, сейчас это не работает так, как работало тогда. Джокович снимается с Ролан-Гарроса. Колено. Травма ли это колено? Безусловно. Была ли какая-то операция? Была. Мог ли он играть этот Ролан-Гаррос до конца? Мог бы. Мог ли он обыграть Руда? Руда, наверное, да. Обыграл ли бы он Зверева? Или выиграл ли бы он Ролан-Гаррос? Большой вопрос. Ролан-Гаррос бы, я думаю, 99% не выиграл. Я говорил это в видео в своем, по-моему, в шортсе, что никто из Big Free не выиграет. Джокович не готов был выигрывать Ролан-Гаррос. Но я думаю, что Руда он мог обыграть. Почему Джокович отказался? Почему он не использовал возможность выиграть еще один шлем? Я уже говорил это в начале видео. Для него не важен +1 шлем. Он уже и так голд. Что важно для Джоковича? Какой гештальт у Джоковича не закрыт? У него не закрыта олимпийская медаль. И сейчас, просчитывая свои возможности, он делает все. Он теряет статус первой ракетки мира, в котором он пробыл рекордное количество недель. Но он понимает, что он unbeatable. Здесь его никто не перегоняет. Он теряет очки за победу, естественно, на Ролан-Гарросе. Он теряет еще один шлем. Он снимается с Уимблдона. Он теряет все. Для чего? Для того, чтобы сейчас, сделав операцию, иметь достаточно времени путем потери Уимблдона на восстановление колена и быть максимально готовым к Олимпийским играм. Для тех, кто, опять же, сомневается, насколько важны для Джоковича Олимпийские игры. Посмотрите матч 2021 года, проигранный со Зверевым. 6-1 первый сет, 3-2 во втором сете, и по сути его отделяет 12 мячей. Сколько Джокович выиграл геймов со счета 3-2 во втором сете? 1. Он проиграл 6-3, 6-1. Он проиграл отрезок со счета 3-2, если вы посчитаете, 10-1 по геймам. Он выносил Зверева без вопросов. Но опять же, разрушительная сила желания. Он так хочет быть величайшим. Он так хочет сделать то, что не сделал Федерер. Надаль имеет золотую медаль, Федерер имеет только в паре. Но для Федерера это тоже было значимым. И он проваливал не одну олимпийскую медаль в одиночке. И он просто для галочки выполнил олимпийскую медаль с Вавринкой. Для того, чтобы таковая была в паре. Но он так и не сделал этого в одиночке. Он хочет превзойти их всех. И это является главной целью Джоковича.
И его отсутствие мотивации на выиграть шлем сейчас именно такая. Все, что нужно Джоковичу, это быть величайшим по всем параметрам. Навряд ли он сделает шлем в 2025 году, но выиграв золотую медаль, я думаю, что у него будет оптимальная возможность сделать какой-то хороший турнир, даже мастер достаточно. И я надеюсь, что он сможет достойно закончить свою карьеру, сделав это гораздо лучше, чем сделали многие из Big Free. Не многие, но 2 сделают. Пока. Это было мое мнение по поводу того, что происходит с Джоковичем. Наверное, это слишком такое, как развернутое мнение, но я попытался проанализировать со всех сторон и разбирался в фактах, которые мне казались очевидными. Пока, не старейте на корте.